Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы с вами нарисуем еще один безумно вкусный дизайн ногтей. Яблоки на ногтях смотрятся просто потрясающе сочно и очень интересно. Кстати, идею этого дизайна я взяла с кухонного полотенца. Да и в принципе вот такой вот зеленый оттенок на ногтях тоже в летний период будет смотреться безумно интересно. Вообще, собственно говоря, летний дизайн ногтей всегда отличался яркостью используемых оттенков, неоновыми составляющими, какими-то интересными вкусными нарисованными элементами или морской тематикой и пейзажами. В общем, летний дизайн – это безумно большое поле для вашего творчества. Мы же тем временем покрываем наши ноготочки зеленым цветом и поверх него белым прорисовываем зоны под наши будущие яблочки. Начинаем рисовать наш дизайн. Итак, у нас здесь задумана половинка разрезанного яблочка, у которой видно немножечко кожуры, и крупные два целых яблока, которые составляют вертикальную композицию. В принципе, композицию для этих элементов можно поменять на любую другую удобную или ту, которая вам понравится, но я считаю, что вертикальная композиция в данном случае будет смотреться наиболее выигрышно, опять же, благодаря тому, что вертикальная композиция всегда вытягивает ноготочки визуально в длину. Мы вырисовываем форму наших будущих яблочек, и как обычно нам нужно здесь в данном моменте проследить только за формой. Это самое основное, чтобы яблочки по форме были похожи на яблочки. Как вы видите, форма яблочек это такое себе слегка закругленное снизу сердечко, то есть у нас получается вверху небольшой провал и внизу круглая штучка. В общем, надеюсь, я вам понятно объяснила. Если что, смотрите внимательно, как это выглядит на экране. Вот ваша задача вот эту вот форму яблочек очень внимательно себе в голове закрепить. А для того, чтобы эта форма закреплялась лучше, возьмите ее сразу на типсиках нарисуйте. Вот прямо сейчас возьмите типсик, сядьте возле экрана, включите этот ролик, ставьте на паузу и прорисовывайте ровно за мной пошагово, как я рисую. Ничего сложного в этом дизайне совершенно нет, вы с ним, конечно же, справитесь. И типсик с таким дизайном у вас будет уже отработан, вы его сможете предлагать своим клиентам в качестве дизайна на их ручки. Итак, мы нарисовали два типсинга, на втором типсинге я добавила еще немножечко красных яблочек. И теперь светлыми оттенками с неоновым компонентом высветляем наши бока яблок. Что значит светлый оттенок с неоновым компонентом? Это значит, что тем цветом, которым я рисовала яблочки, я подмешала туда капелюшечку белого и неонового пигмента. В зеленый цвет подмешала зеленый неоновый пигмент, в красный цвет подмешала оранжевый неоновый пигмент. И потом в этот же цвет, которым я рисовала основу яблочек, я подмешала немножечко черного цвета, получила вот такой вот затемненный оттенок. Именно этим оттенком я прорисовываю тени. По итогу для выполнения данного дизайна мне понадобился один цвет и белая черная красочка для того, чтобы из этого цвета получить еще дополнительные оттенки. Неон же сюда добавляется для того, чтобы полученный новый оттенок немножечко изнутри подсвечивался. Получается волшебная такая вот штучка, которую вживую очень сильно видно, но камера, к сожалению, этого нюанса не передает.
Итак, мы затемнили, высветлили свои яблочки и в самые светлые места яблочек накладываем еще капелюшечку этого же замешанного цвета. То есть я его еще дополнительно не высветляла, это тот же самый оттенок, только я его не сильно растушевываю, а укладываю более толстым слоем, поэтому он смотрится намного ярче. После того, как наши подмалевки яблочек хорошенечко просохли, начинаем прорисовывать. И тоненьким контуром уже вырисовываем ту композицию, которая нам была необходима. Серединку порезанного яблочка мы дополнительно ничем прорабатывать не будем. Сделаем ему только контур и внутренние семена. Для того, чтобы окончательно собрать нашу композицию в кучку, на белом оттенке я вырисовываю так называемые перепелиные пятнышки, или как там их еще там, кто как их не называет. Брызги, перепелиные яйца, кто как угодно. В общем, ставлю какие-то такие пятна черной краской. Причем эти пятна могут быть совершенно любого формата, любого размера, в любую сторону направленные, в этом их прелесть.
Вот такой вкусный летний дизайн ногтей у нас получился, и я думаю, он будет сейчас как раз кстати в вашу копилочку. Обязательно отработайте это сейчас в тренде ногтевого мира рисовать фрукты на ногтях. На этом сегодня у меня все. Не забудьте поставить лайк этому ролику, потому что я для вас старалась, а вам, конечно же, не сложно, я в вас верю. И тот, кто на канале впервые, не забудьте подписаться, потому что впереди будет еще очень много чего интересного. Всем до новых встреч, пока!